Без лишних слов, приступим. Вначале стоит сказать, что я собрал нормальный такой мачете. Бьет больно, так еще и током ударяет. Все благодаря электрике. Целых 2 уровня, пришлось потратить. Тем не менее, вернемся к текущим событиям наших помойных приключений. Несмотря на то, что безликие мирно свалили со станции, у начальника все еще остались некоторые проблемы. На самом деле она одна, а именно бандиты, маргиналы и группы организованной преступной шелухи, терроризирующие поселение. По сей причине капитан запросил помощь у руководства базы протектората. Поезд с припасами был отправлен из их аванпоста, находящегося в 3 шагах от станции. И это не шутка, тут буквально немного нужно пройти. Но вот один веселый факт. Несмотря на такую короткую дистанцию, поезд вместе со всей его охраной просто украли. И никаких вестей от отправителей больше не было. Следовательно, они про кражу ничего не знают. Квест проходится довольно быстро, но что более интересно, сама ситуация. Короче, что мы имеем? Во-первых, можно пойти поговорить с управляющим базой. Он ответил что-то вроде: да, мы знаем, что-то там вот это ищем, да, разыскиваем, все под контролем. Во-вторых, можно понять, что в протекторате работают нереальные овощи или рептилоиды, которые украли всех людей и теперь пытаются имитировать их поведение. Потому что по дороге есть всего одно ответвление, куда мог завернуть поезд, но даже так они его не нашли. В переулке оказывается маленькая группка бандитов, но непростых. Один человек объясняет, что они называют себя вольными шершнями, а их идеология следующая. Слушай внимательно. Железная рука протектората манипулирует всеми нами, тобой, мной, нашими друзьями, семьей, всеми. Еще они уничтожили биокорп и захватили весь север, поэтому мы разрушим их систему до основания и убьем всех несогласных во имя свободы. А этот поезд поможет нам осуществить революцию. Конечно, это все утрировано, но смысл вы поняли. Они анархисты, но в то же время есть авторитарный протекторат, а еще в центре ты, в смысле я. И сейчас самое время выбирать, кому из них помочь. Честно говоря, будь тут выбор не помогать никому, я бы выбрал его, поскольку оба варианта это 2 крайности. А также, что такое биокорп. Но прежде вот какие есть варианты решения. Можно отдать поезд шершням и сказать капитану, что не нашли его. Это, кстати, открывает путь для вступления в их банду. Или поговорить с ними и объяснить ему, почему они неправы, и вернуть поезд на станцию. После чего можно будет вступить в протекторат. Квестов, группировок и все, что с ними связано, в этом прохождении не будет, потому что главная цель это основной сюжет и некоторые интересные сайд-квесты по пути. По итогу мы с ними договорились и поезд приехал к пункту назначения. Теперь я считаю будет полезно рассказать чутка игрового лора о том, что за контора такая биокорп. Если вкратце, то первоначально давным-давно всем нам известным подземельем управляла такая организация, и кстати весь текущий уровень развития по большей части их заслуга, технологии, плазменное оружие и тому подобное. Но по ряду неизвестных причин, или известных, но пока недоступных, вспыхивает несколько революций, и впоследствии станции начинают отделяться. Однако биокорп не вымерла, а была реформирована выжившими работниками, что спустя пару десятилетий все равно не спасло ее столицу от захвата недавно появившимися тогда войсками протектората. Так и закончилась ее история. К слову об интересных доп. Заданиях. На переезде кое-что такое есть. В баре сидит один пожилой господин по имени Чувак, задания от которого для меня, как и, наверное, для большей части комьюнити, являются самыми уважаемыми в игре, если не считать основной сюжет. С первого взгляда он ничем не примечательный алкаш с единственной гордостью в жизни в виде умения открывать бутылки глазом. Но узнав его получше, можно осознать, что личность он крайне непростая. Он рассказывает о том, что время от времени у него бывают видения и еще общение с высшими существами. В принципе, ничего удивительного после 10 бутылок самогона, однако это не вранье, потому что одно из них начинается прямо сейчас. В нем он увидел главного героя, идущего на восток от переезда, в какую-то каморку с двойными дверьми, где все было заминировано и окопано для обороны. По его словам, там находились шкафы, и в одном из шкафчиков находилось нечто очень важное. Что именно там было, хз, видение оборвалось на этом моменте, и чувак просит принести предмет, который будет там лежать, окей? Забыл сказать. Еще после спасения Базар рассказал, что к нему приходил Корнел с ребятами и приносили ту самую неизвестную штуку, а на следующий же день приехали безликие и захватили станцию. Из беседы следует, что Корнел является рядовым долбоебом, который сам не понимает, с чем имеет дело. Ведь, как объясняет Базар, внутри устройства скорее всего есть маячок слежения, и по той же причине кубик Рубика носят в металлическом кейсе, дабы сигнал с местоположением нельзя было отследить. Поэтому где бы он в следующий раз не открыл сундук, там появятся безликие. Только что еще интереснее, как и зачем дебилу, который не понимает назначение такого предмета, удалось украсть его у безликих существ, которым по силам заблокировать даже центральный город и нормально себя после такого чувствовать. Вопрос остается открытым. Кроме того, были попытки узнать, где сейчас находится
находятся бейкеры, но их тут никто не встречал уже как минимум неделю. Ну да ладно, вернемся к просьбе чувака. Место нашлось быстро, как он и говорил, внутри были разложены мины. В шкафу лежало 20 бутылок грибного самогона, кто бы мог подумать. Вернувшись, чувак немного удивлен находке и просит отдать ему выпивку, на что я соглашаюсь. Затем у него начинается новый приход. В процессе он упоминает поиски домов, пещеры, что мы должны получить какие-то ингредиенты и отправиться в путешествие, опустошив перед этим те самые 20 банок, так сказать, для ментальной подготовки нашего разума. Позже он говорит про увиденное в видении. В нем мы вместе путешествовали, а если мы делали это в видении, мы обязаны сделать это в реальности. Первым шагом станут прошлые дома чувака. Непонятно, что конкретно нужно найти, но, как сказал сам маэстро, слушай, брат, вот в чем загвоздочка. Некоторые видения могут быть весьма расплывчатыми, и, как правило, чем они длиннее, тем расплывчатее становятся. Ну, типа, ты знаешь, что должен что-то сделать, но не знаешь, что именно и зачем. Но когда действительно оказываешься там, всегда ощущаешь, что ты на верном пути, и тогда все начинает обретать смысл. Именно, интрига и загадочность делают видения такими интригующими и загадочными. Понимаешь, что я имею в виду, брат? Начать стоит с дома в Кор-Сити. Там может оказаться наш ключ к дальнейшему продвижению. Вместо него там оказывается бабка, которая собирается проломить нам череп половником. Но этого не случается, ведь кто-то прокачивал убеждения. В доме примечательна шиферная панель. За ней оказывается необработанный пси-катализатор. А чувак вспоминает, что это один из ингредиентов нам необходимых. И рассказывает про какие-то разломы в реальности. Может показаться, что он поехал, но чувак свое дело знает. Далее мы оказываемся в неизвестном подвале, про который он вспомнил, когда бахнулся башкой о бетонную плиту, но не суть. Тут нам интересна лаборатория. Зайти в нее нельзя, поскольку нужна ключ-карта. Находим ее. Еще есть консоль, она может помочь с нашей бедой, но с ней одна проблема. Ее интерфейс выглядит как полная мешанина, и это одна из загадок в Андеррейле. Но, словно как сама игра, они здесь непростые, на интуицию. Можно попробовать рандомно понажимать и кричать в монитор, как это делал я, но лучше обыскать помещение и обнаружить, что в нем, оказывается, есть разные числа. Всего их 9. Только понять, что они означают, может сверхразум с 200 IQ, потому что никаких подсказок, как их использовать, не дается. Если я правильно понял, то в каждой строке текста на консоли есть числа. Если прибавить их, получается одно число, например, 55. Если оно совпадает с теми числами, которые были в комнате, тогда оно подходит. Только вот, а в каком порядке нужно их вводить? Я не знаю, но я вводил наугад, предварительно записав их на листке. Кстати, если ошибиться, числа сменяются на другие. В общем, оно заработало. Теперь через консоль можно вогнать в помещение криогаз. Ну как вы там, нормально? Думаю, да. Забираем в шкафу морфин, тоже нужный ингредиент для приготовления непонятного месива. Следом мы приходим к третьему его дому. Чувак предупреждает, что внутри может оказаться подвох, и чем бы оно ни было, лучше его просто убить. Там оказывается 9 лазерных, мать его, котов, поэтому мы заходим и издыхаем. Затем еще пару раз, а потом я вспомнил, что у меня остались гранаты и... победа. Теперь из самогона, псикатализатора, морфина и гирометрина нужно скрафтить сок. Не апельсиновый или типа того, а межпространственный, для хождения по разломам в реальности. Обычное дело в наше время. Все необходимое уже есть и можно начинать. Бахнув соку, тайное становится явным, и мы отправляемся в разлом.
По итогу, чувак обосрался с расчетами, и мы вышли не туда, куда указывало видение, на какой-то военной базе наших братьев-славян. Да, в мире игры у них тоже есть свое государство где-то в западной части подземки. Говорят они на ядерном миксе из всех славянских языков мира, и скорее всего ими до сих пор управляет Сталин. Но опустим это. Перед нами сейчас стоит вопрос, как выбраться из этой клоаки обратно. Чувак говорит, будто нам может помочь любое минеральное масло, дабы смазать сок в нашем организме, что бы это ни значило. Оно должно быть где-то у них, возможно, на складе. Так, только для начала нужно найти форму солдат, чтобы меня не спалили и не дали пить. Ей, комварище, здригначено слакрну, след покл зно прокуславчо, ощ, око щес і сатмінчетрес. Зндертнече, дачине. Заполно, аж звудригнамо отлепол знико. Чегу хргнащ, сас горко слимов кничерга. Си тргнаво? Бре, горко склимов кничерга с луковничем кило и 300. Горку дагуси хргнашнього. Си тргнаво сад? Ето аджпа гридавай, сочечуковнему следпо. Продолжим. Потом я попытался пролезть по вентиляции, но там оказался вентилятор, поэтому, получив по макитере, пришлось искать другую дорогу. Оказалось, что тут есть второй этаж, на котором все плевали в мою сторону, потому что, чтобы свободно ходить, тут нужна была форма офицера. Ее получилось откопать в одном шкафу, и где-то там же находилась ключ-карта с надписью «Магазин», что с большой вероятностью переводится как «склад». В нем получается найти смазку для оружия. Если выпить этой бурды, разлом становится виден, и можно убираться отсюда домой. Вернувшись, выясняется, что скорее всего эти приколы с неправильной телепортацией произошли из-за того, что мы отправились в разлом вдвоем. Возможно, так оно и есть, но теперь есть возможность самостоятельно ходить через них. Вернемся теперь на ССГ, чтобы сообщить Таннеру, какую информацию получилось нарыть, и он отвечает, что было бы неплохо забрать у Корнелла устройство и узнать, где он его взял. Другой вопрос, а почему Таннер им интересуется, а? Также он дает совет насчет поисков. Если банда Корнелла действительно в Кор-Сити, тогда, возможно, одна из местных организаций олигархов могла бы помочь. За пару услуг, естественно. Да, теперь сюжетная тропа ведет нас в Кор-Сити, одно из самых цивилизованных мест для жизни на юге. И, наверное, его можно считать чем-то типа столицы. Несмотря на все это, безопасность понятие относительное, и несколько раз оно не смогло спасти меня от банды боевых бомжей, у которых закончился бочечный суп. А в это время город действительно живет. Например, здесь при входе работяги устроили небольшой митинг. Но не будем отвлекаться, сейчас стоит пояснить за положение дел в городе. Кор-Сити управляется 3 олигархами. Когда-то раньше тут правила Биокорп, затем 2 из текущих олигархов, бывшие тогда ее частью, подняли революцию. Она закончилась хорошо для них. Однако последующая битва за власть между победителями переросла в гражданскую войну, длившуюся пару лет. В процессе событий появились такие конторы, как Претарианская служба безопасности. Это, по сути, остатки от службы безопасности Биокорп, для которых человек под именем Арчибальд Найт, это, кстати, один из олигархов, сделал ребрендинг, и теперь они выступают как стража и защита города от различного рода фекалий по типу безликих. Кортех, которая специализируется на развитии и прокачке высоких технологий для города, так и для самих себя. Управляет им Руперт Симмонс. И еще есть КБР, местный подземный аналог Ютуба, где все контент-мейкеры это психически больные люди с жаждой наживы, что в принципе недалеко от реальности. Занимаются они трансляцией матчей с арены, где происходят битвы насмерть между гладиаторами, и забега с почти тем же замыслом для развлечения общественных масс. Управляет КБР Гуннар Энстром, человек, пришедший в город уже после всех войн. А еще есть я, в роли шныря, которому нужно будет вступить на выбор в одну из этих корпораций для продвижения далее по сюжету. Ну, тут само собой очевидно, куда меня больше всего влечет. Кроме того, в прошлые разы мне уже приходилось играть за другие компании. Добро пожаловать в КБР. Наша роль — это оперативная работа и выполнение определенных заданий, куда, скорее всего, нормальных людей не пошлют. Пускай я вошел к ним с улицы, они уже что-то знают про Патюка и думают, что мы будем многообещающим работником. Однако, первая задача — это найти их бывшего оперативника по имени Богдан Стравоходник. Проблема в том, что он немного тронулся умом, а затем вообще исчез. Найти его нужно потому что... Судя по их данным, он все еще остается в городе. Поиски стоит начать с бара Хардкор Сити, ведь это место, где его видели в последний раз. Рядом с баром был замечен старый приятель, Джек. Он говорит, Абрам сообщил ему о нашей помощи на свалке. Также говорит о том, что они совместно работают на некую организацию, и наши навыки могут быть для нее полезны. Однако прежде нужно будет пройти пару испытаний. Их время еще наступит, а теперь
теперь продолжим с походом в бар. Наш пациент приходил сюда и подрался с челиком по имени Славомир, обычный зонер. В процессе один из них посеял в баре ключ, что значит теперь стоит отправиться в место под названием Зона Провала. Уже по названию можно понять, что ничего хорошего там быть не может. Так и оказывается. Неспешным шагом входим в забытое место, где собрались все малообеспеченные жители этого города, мигранты Запада и сомнительные личности. Жизнь тут даже жестче, чем на свалке. Нельзя пройти 10 метров, чтобы не обнаружить в себе арбалетный болт. Ничего тут больше нет. Хотя, чутка дальше валяется кинутый проходчик безликих. Дипломатически решив проблему, нахожу дальше раненого безликого в клетке, выпускаю его и помогаю ему стимулятором. Затем он уходит в пещеру, не сказав ни слова. Сам проходчик, кстати, можно отремонтировать для пока не скажу чего, но все же сделаю это. Поспрашивал у местных про Богдана, и один человек, Купусие, может что-то знать, но он отвечает, что таких не знаю, поэтому притворяемся двоюродным братом Богдана и Славомира. Бре. Прикольное, кстати, слово бре. Короче, Славомир живет в этом доме, правда сейчас он скорее всего ходит по трубам, местное развлечение. Внутри у него есть что-то вроде убежища, созданного на случай, если прорвутся безликие. Чтобы дойти до него, нужно пройтись по трубам, кроме которых есть только пустота внизу. В его хибаре пол заляпан кровью, и скорее всего Славомира уже нет в живых. Следуем по трубам, только этот человек, видимо, забыл про капканы, ну да ладно. Приходим в дом, где пацюка находит Богдан, проводим агрессивные переговоры и типа на этом первое задание заканчивается. Да, никаких пояснений, больше ничего. В самом доме тоже ничего нету, кроме маскировочного устройства. Возможно, квест они просто не доделали. Возвращаемся назад и получаем награду. Далее мне и агенту Уле нужно спасти группу заложников со старого склада в Кор-Сити. КБР собирается проводить спасательную операцию, но сначала нужно провернуть одно дело. Склад защищен системой безопасности. Перед началом операции ее следует отключить, и заниматься этим нужно мне. Чтобы попасть в черный ход комнаты охраны, нужно пройтись по канализации и паре пожилых пещер, в прямом смысле. Ула встретит нас у входа в нужную пещеру. Тут, кстати, была община мутантов. К чему я это? На месте Ула говорит, что там могут быть еще. Также он предупреждает, чтобы мы были осторожнее с Вивиан, поскольку ее подозревают в работе на другую компанию в роли двойного агента. Что ж, чудно. А в пещере действительно оказываются мутанты, только вот не простые, а на дрожжах. Я ненавижу это задание. После мутантов лежит пещера электропауков. В чем проблема? Представьте обычного паука, только дайте ему способность пулять вас электричеством и увеличьте его до 2 метров. Тут также все в электроловушках, паутине, говне, скелетах и много, блять, пауков. Пробравшись в комнату охраны, мы взламываем сеть и разбиваем консоль, но наверху нет никаких заложников, или они уже мертвы. Чуть поподробнее об этом попозже. Ну что ж, других опций тут не предусмотрено, тогда идем сообщать о выполнении нашего задания. По дороге я завернул в канализационный проулок, и угадайте, что там было. В общем, наше тельце попадает во власть поехавшего каннибала, но так как проводку в доме никто не менял, появляется шанс на побег. Идти сюда было вообще не обязательно. Все дело в том, что, как мне помнилось, у него был какой-то интересный нож. И да, он тут есть, правда, на деле оказался еще хуже, чем мой. Вернемся назад, где нам сообщат, что заложники свободны, а операция прошла успешно. Но в реальности заложников там не было, и спасать никого не нужно. Мы просто отключили систему безопасности и открыли доступ к складу. Если проходить основной сюжет за Кортех, то в процессе можно узнать, что это они владеют складом, а в одном из заданий нам нужно защитить его от нападок неизвестной группы наемников, которые, скорее всего, были оперативниками КБР. Получается, нам опять наврали и использовали в своих целях. Какая постоянная игра. В третьем задании нужно пойти вместе с Вивиан и постоять на страже, пока она будет чинить генератор. Перед походом она дает нам коммуникационное устройство. Задание нужно скорее для раскрытия Вивиан как персонажа, чтобы вы сильнее к ней привязались. Например, она рассказывает, что ее батя был механиком. Он и научил ее работе с техникой. Кстати, с ним можно поговорить. Правда, он скажет, что дочери у него нет. Вероятно, потому что она его предала. Олигархи уничтожили его бизнес и подпортили жизнь. После чего довольно тяжело видеть, как родной человек начал работать на одну из их компаний. Тем временем генератор уже исправен. Единственное, осталось его запустить.
Конечно, все так просто не бывает. Теперь мы оказываемся в старом загаженном комплексе Биокор. Вивиан выходит на связь по коммуникатору и сообщает, что для побега отсюда нужно запустить лифт. С консоли у нее сделать это не получается. Нам стоит осмотреться, возможно, получится найти способ включить его. Но еще комплекс облюбовала группа мутантов, и сделать тут что-нибудь без насилия не выйдет. Для начала стоит разобраться с ними. Атаковать в лоб смысла нет, поэтому старый метод сыкливого охотника лучший из способов. После битвы мне достается комната с консолью, через которую можно открыть доступ к другим секторам и отключить охранных роботов. Из комнаты охраны можно пролезть по вентиляции в другую комнату, запертую изнутри, и найти там карту от генераторной. Потом я полез в другую часть и попросил у Вивиан открыть запечатанные двери. За ними оказывается гидравлический насос, только перекачать из него жидкость в генератор не выйдет, потому что трубы, я не знаю, понадгрызывали местные бомжи, и теперь нам, как профессиональному инженеру, нужно устроить гранд-ремонт всего комплекса. Необходимые для ремонта трубы и детали генератора оказались на складе вместе с пауками. Залатываем все дыры, ремонтируем генератор и запускаем подачу жидкости. Все, теперь можно отсюда валить. Вивиан говорит, что за нами должок, и в качестве признательности ее можно пригласить в бар. На этом моменте многие, в том числе я, могли подумать, что в игре есть опция романов с персонажами. Возможно, но сейчас нам стоит вернуться на базу, где на ее месте стоит Ула и сообщает, что Вивиан больше нет. Она и вправду оказалась двойным агентом и параллельно работала на Кортех, сливая им важную информацию. За это ее убили. Но мне кажется, квесту не хватает одного варианта, поскольку вот что странно. Мы знали о том, что ее подозревают, но при этом в диалогах нет возможности ей об этом сказать. Почему? Возможно, потом у квеста появится продолжение или несколько вариантов решения. Хотя, скорее всего, все останется на своих местах, потому что суть квеста — получить эмоциональный отклик от игроков. И смотря на форумы с просьбами вернуть персонажа, у сценариста все получилось. Ну, вообще, на этом моменте ход сюжета обрывается, а для того, чтобы его продолжить, нужно, как говорилось 5 часов геймплея назад, заслужить доверие олигархов. Проще говоря, для этого нужно стать успешным гладиатором в боях на арене. Но я не против стать инвиктусом, а значит чемпионом арены. Идем в зону регистрации участников, где нас записывают на первый бой с крысоволками, так как для сражения с людьми нужно пережить бои с животными. Итак, спустя 4 боя со зверьем позволяется подраться с первым человеком. После выходим, чтобы проветриться, и к нам подбегает челик по имени Гарри и предлагает бесплатные сведения о наших противниках с арены, потому что он видит в нас некий потенциал и потому хочет, чтобы мы смогли прожить подольше. Вот, к примеру, наш следующий противник, арбалетчик Аспид, использующий болты с ядами, против которого он нам советует быструю тактику, поскольку у оппонента слабая защита. И в принципе так во всех боях. Я не стал включать все сражения, потому что это довольно скучно и комментировать там было особо нечего. Перенесемся к самому последнему бою, где мы будем сражаться с тем самым Гарри, и он оказывается прошлым, а вот теперь уже нынешним чемпионом, что не особо ему помогает. Теперь же, придя на место нашей работы, Ула сообщит, что сам глава компании хочет поговорить с нами. Гуннар благодарит нас за службу для КБР, а затем рассказывает про убийство сына главы претарианской службы безопасности. По словам главы Кортех Руперта Симмонса, это были, кто бы мог подумать, кислотные охотники. Вполне возможно, что сам Корнелл, но это не так, они к убийству не причастны. Сын главы Кортех, Миланд, убил Эдмунда, сына главы ПСБ. И все это связано с тем загадочным предметом, недавно появившимся в Кор-Сити. Для выяснения подробностей нас просят пойти и поговорить с кислотными охотниками, благо Гуннар рассказывает, как их найти. Дорога ведет в канализацию, большую сливную трубу с человеческий рост. Внутри одной из ее камер можно найти скрытый в камнях рычаг. Он и откроет проход в их нору. Тут и происходит самое интересное. Корнелл рассказывает, что вышел на детей олигархов, потому что они могли заплатить приемлемую цену. Так и оказалось. Миланд хотел ее больше всех, только Эдмунд постоянно предлагал больше. По итогу они начали драку, и Миланд вытащил ствол. Эдмунд схватил его за руку, они повалились, и он выстрелил. Возможно случайно, возможно нет. Потом они заключили сделку и разошлись. Корнелла придется убить, ведь господин трубочист убил Терри. Да. Машинист поезда видел, как они потащили пару в пещеры, где и лежал его труп в луже кислоты с именной карточкой от комнаты. Правда, тело Лоры там не было, куда она исчезла неясно, а других следов там не оказалось. Возвращаемся и сообщаем Биг
их боссу, что все подтвердилось. Он отвечает, что Арчибальд не знает, кто настоящий убийца, и все должно остаться так, для сохранения спокойствия в городе. Потому что, как мы помним, уже одна гражданская война произошла. Ключевая проблема в устройстве. Он хочет вернуть его безликим и говорит, что оперативники заметили ученого Кортех, входящего в заброшенный комплекс на нижнем уровне рядом с зоной провала. Наша цель забрать устройство и принести его сюда. Карта доступа тоже предоставляется. Честно сказать, фиг его знает, как в этой помойной яме с краулерами и собаками выживают ученые, но тем не менее доходим до исследовательской станции и видим такое. Вам сюда нельзя. Вы еще кто такие? Нет, пожалуйста.